Всем привет! Сегодня в обзоре у нас сталь, а именно модель Casio G-Shock. Называется эта модель GSTS100D 1A4. Вот такая большая, больше обычной коробки. Инструкция, модуль 5445. Такая традиционная шестигранная коробка, отличие в том, что она повыше и имеет такой серо-стальной оттенок. Ну и теперь давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такие часы. Наверное, один из самых дорогих кусков стали в мире. Ну, не самый дорогой, но, по крайней мере, если речь идет о японской стали, то, пожалуй, что да. Вот полное название модели. Как видно, рекомендованная цена $300. Ритейлеры продают ее немного дешевле. Вот так эти часы выглядят вблизи. Достаточно крупный корпус. Диаметр корпуса 46 мм. Между крайними точками, вот между этими, 52 мм. Толщина корпуса 16 мм. Хотя эта серия называется G-Steel, то есть что подразумевает G-Shock из стали, на самом деле здесь корпус не полностью стальной, он скорее как слоеный пирог. Обратите внимание, вот эта часть безель это пластик, это не черный металл, вот эта часть стальная, средняя часть тоже сделана из пластика и задняя крышка тоже металл. Браслет полностью из нержавеющей стали. Стекло минеральное, оно достаточно сильно утоплено относительно корпуса. Обратите внимание, как играют часовые метки красиво. Ну и теперь давайте посмотрим на сами часы. Часы аналого-цифровые, то есть имеются аналоговые стрелки, а также 3 небольших цифровых циферблата. Эти циферблаты инверсные, как видите, они имеют цифры не белый цвет, а немного такой окрас, даже не знаю, светло-коричневый что ли, ну какой-то такой тон, то есть не самое лучшее решение, что не самым лучшим образом сказывается на контрастности. То есть вот на черном фоне не совсем белые цифры, вот скажем так. Ну и теперь давайте посмотрим на функции этих часов, на функционал. Начнем с настройки, это потому что это достаточно интересно. Ну и теперь давайте обо всем по порядку. Давайте покажу настройку часов. Удерживая, вот сейчас мы находимся в режиме основного времени. Нажимаем кнопку настройки. Смотрите, что происходит со стрелками. Стрелки уходят таким образом, чтобы не закрывать ни один из трех циферблатов. Эту функцию я встречаю впервые. То есть в зависимости от того, сколько сейчас времени, стрелки уходят в ближайшее положение между циферблатами. В данном случае вот сюда. В правом окошке можно выбрать город, часовой пояс, который соответствует вашему местоположению. Пусть это будет Токио. Дальше я не буду подробно показывать. Мне эта функция показалась достаточно удобной и интересной, потому что бывало не раз такое, когда настраиваешь часы и стрелки перекрывают цифровой дисплей и при этом мешают установке. Итак, режимы. Следующий режим мировое время. Ну, здесь все просто. Выбираем нужный город и смотрим время. Следующий режим секундомер. Секундомер очень простой. Старт, стоп и сброс. Также старт, промежуточный результат, стоп и сброс. Следующий режим таймер. Таймер тоже очень простой. Запускается. Нету даже функции повтора. Стоп, сброс. Следующая функция будильники. Будильников традиционно 5.
и ежечасный сигнал. Ну вот и все. Тут получаются такие достаточно несложные, даже я бы сказал, простые часы, но которые стоят достаточно дорого в силу того, что это серия стальная и, скажем так, больше, наверное, имиджевая. Что еще хочу показать? Здесь достаточно интересная подсветка. Давайте остановимся на этом чуть поподробней. Еще раз хочу показать общий вид. Вот так выглядит этот слоеный пирог. Почему не сделали стальным безель, я не знаю. Возможно, для того, чтобы был стальной безель, нужно заплатить еще $200. Ну, конструкторам виднее. То есть вот такая стальная, не совсем стальная серия. И теперь давайте поговорим о подсветке. Я неоднократно отмечал, что вот в такой достаточно популярной серии часов вот подсветка работает таким образом. То есть подсвечивает только стрелки, соответственно, показателей дисплея совершенно не видно. Совершенно другая картина здесь. Ну, во-первых, стрелки с хорошим люминофором. Ну и теперь смотрим. Здесь двойной дисплей, то есть традиционная лампочка подсветки. Вот она, светодиодик. И вторая специальная подсветка каждого из цифровых дисплеев. То есть здесь читаемости абсолютно никаких проблем нет. Даже я скажу, что ночью они читаются гораздо лучше, чем днем. Потому что инверсные дисплеи, в общем-то, имеют некоторый недостаток и не всегда под разными углами хорошо читаются. Ну и вот так часы выглядят на руке. На мою руку они, в общем-то, великоваты. Часы где-то на руку диаметром до 22 сантиметров. Браслет можно укоротить. На руке вес не ощущается, то есть несмотря на то, что они весят немало, достаточно удобно сидят. Ну и выглядят, по-моему, здорово. Если готовы заплатить $200 за часы, то незаметными они, конечно, не останутся. Вот. Ну и на этом все. Всем спасибо. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. До новых видео.